Урок 1. Продуманный подарок. Я видел ту прекрасную картину, которая у тебя есть. Это нечто. Спасибо. Подруга подарила мне его. И я очень надеюсь, что она увидела его у меня на стене. Я уверен, что она была бы в восторге, увидев, как сильно ты этим дорожишь. Я тоже так думаю. Он добавляет прекрасную цветовую гамму в мою гостиную. Вот что делают хорошие подарки. Они оживляют пространство и создают воспоминания. Точно. Мне нравится, как искусство может рассказать историю, не говоря и ни слова. Это действительно так. Как вы думаете, она выбрала это с каким-то конкретным смыслом? Я надеюсь, что это так. Это заставляет меня ценить это еще больше, когда за этим стоит смысл. Замечательно иметь друзей, которые так хорошо понимают наши вкусы и интересы. Урок 2. Важность поддержки. Знаете, поддержка друзей и семьи действительно меняет жизнь. Ты прав. Удивительно, насколько поддержка может повысить нашу уверенность. Когда мы знаем, что другие болеют за нас, это дает нам силы преодолевать трудности. Точно. Я чувствую себя гораздо более мотивированным, когда знаю, что у меня есть надежная система поддержки. Это похоже на сеть безопасности, которая позволяет нам рисковать и осуществлять свои мечты. Да, и приятно осознавать, что мы не одиноки в своей борьбе. Поддерживающие люди могут помочь нам увидеть наш потенциал, когда мы сами его не видим. Определенно, их вера в нас часто освещает путь вперед. И это способствует чувству принадлежности, которое так важно для нашего благополучия. Урок 3. Основа путешествия. Готовясь к поездке, не забывайте учитывать мелочи. Как что? Дорожный адаптер для ваших электронных устройств необходим, особенно если вы собираетесь за границу. Хорошая идея. Я часто забываю, насколько разными могут быть торговые точки в других странах. Замок для вашего багажа также важен для вашего спокойствия. Ты прав. Лучше перестраховаться, чем потом сожалеть, когда дело касается наших вещей. Точно. И если вы отсортируете эти вещи, поездка станет намного более гладкой. Кроме того, это позволяет нам сосредоточиться на получении удовольствия от путешествия, а не на беспокойстве о логистике. Точно. Подготовка– ключ к незабываемому приключению. Урок 4. Отслеживание сумок. В путешествии всегда полезно знать, где находится ваш багаж. Абсолютно. Обычно они дают нам ссылочный номер для отслеживания наших сумок в интернете. Эта функция очень полезна, это облегчает беспокойство по поводу потерянного багажа. Конечно, знание того, где находятся ваши сумки, действительно поможет вам расслабиться во время путешествия. Кроме того, приятно иметь такой уровень контроля над своими вещами. Точно, я чувствую себя гораздо спокойнее, когда могу следить за своими вещами. Технологии действительно улучшили качество путешествий во многих отношениях. Да, это позволяет нам больше сосредоточиться на получении удовольствия от поездки, а не на беспокойстве о наших сумках. Сегодня я не могу представить себе путешествие без этих инноваций. Урок 5. Покупки для дома. Вчера во время покупок я нашел несколько выгодных предложений. Да неужели? Большой.
Вы видели на распродаже какие-нибудь предметы домашнего обихода? Да, были фантастические скидки на кухонную технику и постельное белье. Это звучит потрясающе. Мне бы пригодилось несколько новых вещей для кухни. Вам обязательно стоит это проверить. У них было несколько стильных вариантов, которые привлекли мое внимание. Я тоже возьму такие. Всегда приятно освежить свое жилое пространство. Точно. Кроме того, приятно экономить деньги при обновлении наших домов. Это действительно так. Я люблю находить хорошие сделки. Это как маленькая победа, когда ты находишь то, что любишь, по отличной цене. Урок 6. Преимущества для бизнеса. В современном мире бизнес всегда ищет пути совершенствования. Какую пользу это может принести? Эффективность является ключевым моментом. Оно может оптимизировать процессы и повысить производительность. Это имеет смысл. Снижение затрат также является существенным преимуществом. Верно. Экономия денег на операциях может привести к увеличению прибыли. А повышение удовлетворенности клиентов может стать результатом улучшения качества обслуживания. Абсолютно. Довольные клиенты, скорее всего, вернутся и порекомендуют компанию другим. Это создает цикл успеха, который может поднять всю организацию. Удивительно, насколько взаимосвязаны все эти элементы в процветающем бизнесе. Урок 7. Выбор цвета. Когда вы начинаете покупать свой гардероб, имеете ли вы в виду какие-то конкретные цвета? Отличный вопрос. Я склоняюсь к теплым тонам, таким как бордовый и горчично-желтый. Это прекрасный выбор. Они очень популярны, особенно весной. Точно. Думаю, они добавят изюминку моему наряду. Рассматривали ли вы какой-либо конкретный стиль, сочетающийся с этими цветами? Я подумывал о струящихся платьях и стильных блузках, которые можно сочетать друг с другом. Это звучит прекрасно. Струящиеся ткани могут быть очень удобными и в то же время шикарными. Я согласен. Кроме того, это дает мне универсальность для разных случаев. Замечательно иметь варианты, которые могут перейти от повседневного к формальному. Урок 8. Игровой азарт. Недавно я подумывал о том, чтобы попробовать несколько стратегических игр. Это отличный выбор. Они могут быть такими сложными и захватывающими. Мне нравится, как они заставляют критически мыслить и планировать на будущее. Да, это похоже на умственную тренировку, но при этом весело. Точно. Приятно видеть, что ваши стратегии окупаются в игре. Кроме того, они часто поощряют командную работу и общение, что является бонусом. Абсолютно. Это отличный способ сблизиться с друзьями и одновременно занять умственные способности. Мне не терпится вместе исследовать новые игры, и это звучит как взрыв. Давайте запланируем игровой вечер в ближайшее время. Я уже с нетерпением жду этого. Урок 9. Невероятные герои. Увлекательно, как семья может изменить восприятие, даже если у героя сомнительная репутация. Действительно, интерес истории часто заключается в сложности их отношений.
Верно. Он подчеркивает, как любовь и верность могут существовать даже в сложных обстоятельствах. Точно. Это заставляет задуматься, что в первую очередь определяет героя. Некоторые могут считать их преступниками, но их мотивы могут корениться в семейных связях. Да, и это добавляет к повествованию несколько слоев, которые удерживают зрителей. Я ценю истории, которые исследуют серые области морали и этики. То же самое, они побуждают нас критически задуматься о наших собственных ценностях и выборе. Удивительно, как рассказывание истории может спровоцировать такие глубокие размышления о человеческой природе. Урок 10 сказки о заливе пруда. Знаете, если вы когда-нибудь посетите университет Брока в Сент-Катаринс, Онтарио, вы услышите о Понтенет. Это захватывающе. Что делает Понтенлет таким особенным? Это центральный центр для студентов. Это место, где все собираются, чтобы пообщаться и отдохнуть. Я могу себе представить, что это должно быть яркое место, полное жизни и энергии. Точно. Атмосфера всегда наполнена разговорами и смехом. Похоже, это отличное место, чтобы завести новых друзей и связи. Определенно. Это как сердце студенческого сообщества. Мне нравится, как университеты создают такие динамичные пространства для взаимодействия студентов. Да, и Понтенет является важной частью университетского опыта. Урок 11. Направление мечты. Это захватывающе. Куда вы думаете поехать в следующий отпуск? Я склоняюсь к Мальдивам. Это выглядит совершенно потрясающе. Мальдивы– прекрасный выбор. Кристально чистая вода захватывает дух. Я знаю. Кроме того, бунгало над водой выглядит как воплощение мечты. Кажется, это идеальное место, чтобы расслабиться и отдохнуть. Точно. Я уже представляю себя бездельничающим на пляже с хорошей книгой. Это звучит божественно. Есть ли какие-то конкретные занятия, которые вы хотели бы попробовать? Я бы хотел заняться подводным плаванием и исследовать яркую морскую жизнь. Это было бы потрясающе. Подводные пейзажи должны быть невероятными. Урок 12. Управление задачами. Как вы расставляете приоритеты в своих задачах, если впереди напряженный день? Обычно я организую их по срочности. Это помогает мне оставаться сосредоточенным. Это разумный подход. Это гарантирует, что наиболее важные задачи будут выполнены в первую очередь. Точно. Я считаю, что наличие четкого плана снижает стресс. Используете ли вы какие-либо конкретные инструменты или приложения, чтобы помочь в этом? Мне нравится использовать простой список дел, но иногда я также полагаюсь на цифровые планировщики. Это отличные инструменты. Все дело в том, чтобы найти то, что лучше всего подходит именно вам. Да, и корректировка моих методов по мере необходимости позволяет мне оставаться эффективным. Впечатляет, насколько эффективная организация может изменить нашу производительность. Урок 13. Фитнес-программа. Какие упражнения вы делали в последнее время, чтобы оставаться в форме? Я включил в свой распорядок дня сочетание кардио и силовых тренировок. Звучит сбалансированно.
Кардио отлично подходит для выносливости, а силовые тренировки наращивают мышцы. Точно. Я чувствую, что с каждой неделей становлюсь сильнее и здоровее. Это вдохновляет. У вас есть любимая кардио-тренировка? Мне очень нравится бегать. Это очищает мой разум и повышает настроение. Это фантастика. Бег может быть таким освобождающим опытом. Да, и мне нравится, как это позволяет мне исследовать новые тропы и парки. Это замечательный способ совместить физические упражнения с наслаждением природой. Урок 14. Утреннее обновление. Это звучит освежающе. С чего вы обычно начинаете свой день? Я пытаюсь включить смузи в свой утренний распорядок. Смузи– отличный способ насытиться питательными веществами и зарядиться энергией. Точно. Я люблю экспериментировать с разными фруктами и овощами. Есть ли у вас любимое сочетание? Мне нравится смесь шпината, банана и миндального молока. Звучит вкусно. Это отличный способ получить зелень. Да, и это определенно помогает мне начать свой день на более здоровой ноте. Я должен попробовать это. Это звучит как простой способ улучшить мое утро. Урок 15. Сбор билетов. Я заплачу своей картой за билеты. Могу ли я забрать их на вокзале? Да, обычно именно так и происходит. Просто предъявите подтверждение. Большой. Их удобно забрать прямо перед посадкой. Точно. Это экономит время и позволяет избежать суеты в последнюю минуту. Я ценю это. Это делает путешествие намного более гладким. Конечно. Кроме того, это позволяет нам наслаждаться путешествием без стресса. Теперь я жду этой поездки еще больше. Я тоже. Это будет приключение, наполненное прекрасными воспоминаниями. Абсолютно. Прежде чем идти, давайте убедимся, что у нас все готовы. Урок 16. Походное приключение. Идеальный. Похоже, на этих выходных мы готовы к фантастическому пешему приключению. Я не могу дождаться. В это время года тропы должны быть красивыми. Да, и я слышал, виды сверху просто захватывают дух. Это звучит потрясающе. Я люблю хорошие походы с потрясающими пейзажами. Я тоже. Это идеальный способ соединиться с природой и расслабиться. Согласованный. Кроме того, это отличная тренировка, не вызывающая ощущения рутинной работы. Точно. Есть что-то освежающее в том, чтобы находиться на свежем воздухе и дышать свежим воздухом. Я так рада исследовать новые маршруты и наслаждаться природой. Давайте возьмем с собой перекус и побольше воды, чтобы сохранить энергию. Урок 17. Достопримечательности Парижа. Я полностью согласен. Нам также следует изучить достопримечательности Парижа, которые обязательно нужно посетить, пока мы там. Абсолютно. В городе так много истории и культуры, которые стоит изучить. Эйфелева башня– это классика, но мне бы хотелось заглянуть и в Лувр. За
Коллекция произведений искусства там просто не имеет себе равных. А нам надо прогуляться по сене. Это такой романтический опыт. Определенно, я могу представить, как делаю красивые фотографии на берегу реки. Кроме того, близлежащие кафе отлично подойдут для небольшого перерыва. Я уже могу попробовать круассаны и попить кофе. Похоже, нас ждет незабываемое путешествие, наполненное удивительными впечатлениями. Урок 18. Женский хоккей. Играть в хоккей ради удовольствия– это здорово, но удивительно видеть, что женский хоккей сейчас признан официальным видом спорта. Я согласен. Тот факт, что он включен в зимние Олимпийские игры, является огромным шагом вперед. Это действительно так. Он демонстрирует талант и самоотверженность спортсменок. Да, и это вдохновляет молодых девушек заниматься спортом и вести активный образ жизни. Точно. Пришло время, чтобы женщины получили такое же признание в спорте, как и мужчины. Мне нравится, что все больше людей начинают ценить мастерство женского хоккея. И страсть, которую эти спортсмены привносят в игру, действительно вдохновляет. Абсолютно. Это создает чувство общности и поддержки как среди болельщиков, так и среди игроков. Мне не терпится увидеть, как этот вид спорта будет развиваться в ближайшие годы. Урок 19. Летнее развлечение. Повезло тебе. Возможно, я присоединюсь к тебе завтра в поездке на пляж. Это похоже на план. Я с нетерпением ждал развлечений на солнце. Это будет отличный способ победить жару, который витает в последнее время. Абсолютно. Пляж– идеальное место для отдыха, когда температура так высока. Вы уже подумали о том, что нам взять с собой на этот день? Да, я подумал взять с собой перекус и побольше воды, чтобы избежать обезвоживания. Хорошая идея. Мы также не можем забыть солнцезащитный крем. Мы не хотим обжечься. Верно. И, возможно, мы можем принести фрисби или пляжный мяч для некоторых игр. Это было бы весело. Будет приятно вместе расслабиться и насладиться океанским бризом. Урок 20. Полет высоко. В самолете должны были находиться только мы с пилотом небольшой группой. Это звучит захватывающе. Частный рейс делает этот опыт еще более особенным. Я согласен. Он кажется эксклюзивным и позволяет нам наслаждаться путешествием, не отвлекаясь. К тому же это отличный шанс увидеть мир с другой точки зрения, вам не кажется? Определенно. Виды сверху захватывающие и незабываемые. Я представляю, как красиво летать над пейзажами. И помнишь, наша мама сфотографировала нас возле самолета перед посадкой? Это воспоминание, которое я буду хранить вечно, отражая наш авантюрный дух. Именно такие моменты делают путешествие таким настоящим и запоминающимся. Урок 21. Примите перемены. Вы должны пойти на это. Это ваш шанс совершить прыжок веры. Я думаю, что так и сделаю. Пришло время воспользоваться возможностями, которые появляются на моем пути. Изменения могут быть пугающими, но они часто приводят к удивительным впечатлениям. Точно.
Я колебался, но теперь чувствую вдохновение, чтобы подтолкнуть себя. Этот долг. Рост происходит благодаря выходу из зоны комфорта. Я готов с уверенностью встретить любые трудности, которые встанут на моем пути. У тебя есть сила добиться успеха, и я верю в тебя всем сердцем. Спасибо. Ваша поддержка очень много значит. Это дает мне необходимую смелость. Просто помните, каждый шаг вперед– это шаг к вашей мечте. Урок 22. Выбор. Нам был предоставлен выбор изменить ход нашего будущего. И это огромная ответственность. Осознавать, что наши решения имеют значение. Действительно, человек обладает силой уничтожить себя своим выбором. Это правда, мы должны учитывать влияние наших действий на других. Принесение в жертву всей расы по прихоти– это не то, к чему следует относиться легкомысленно. Очень важно думать о последствиях наших решений. Мы можем создать лучшее будущее, если сделаем мудрый выбор и будем действовать целенаправленно. Абсолютно. Вместе мы можем сделать выбор, который приведет к позитивным изменениям. Речь идет о поиске баланса и обеспечении того, чтобы голос каждого был услышан. Урок 23. Цвета валют. Вы видели, как по-другому выглядят 20-долларовые купюры в Канаде? Да, цветы яркие, поэтому идентифицировать их намного проще. Интересно, что 50-долларовые и даже 100-долларовые купюры имеют уникальные цвета. Мне нравится это в канадских деньгах. Это похоже на радугу валюты. Это умный способ помочь людям, особенно туристам, быстро распознавать купюры. Кроме того, это добавляет удовольствия при работе с наличными, вам не кажется? Абсолютно. Это как носить в кошельке произведение искусства. Интересно, что вдохновило их выбрать такие яркие цветы для купюр. Возможно, они хотели отразить разнообразие и красоту самой Канады. Урок 24. Затерянный в природе. Однажды я заблудился, когда был в походе, и это было очень страшно. Он нет. Должно быть, для вас это был нервный опыт. Это действительно было. Я оказался на очень большом поле и почувствовал себя совершенно потерянным. Я могу только представить, какую панику вы, должно быть, почувствовали в этой ситуации. Я боялась, что меня никто не найдет, и эта мысль была ужасающей. Это хорошее напоминание о том, как важно внимательно следить за своим окружением. Точно. Теперь я всегда беру с собой карту и компас. Это умный ход. Лучше быть готовым, чем столкнуться с неопределенностью. В тот день я усвоил урок и больше никогда не буду относиться к навигации легкомысленно. Урок 25. Исторические сведения. Гарриет Табман была выдающейся фигурой до гражданской войны в США. Да, она сыграла решающую роль в оказании помощи порабощенным людям обрести свободу. Экономика Южных Штатов в то время во многом основывалась на рабстве. Шокирует мысль о том, сколько людей пострадало из-за этой системы. Храбрость Табман, которая рисковала своей жизнью, чтобы привести других в безопасное место, вдохновляет. Абсолютно.
Она проявила невероятную силу и решимость в тяжелых обстоятельствах. Ее наследие продолжает вдохновлять многих сегодня бороться за справедливость и равенство. Важно помнить ее вклад и трудности, с которыми она столкнулась. История преподает нам ценные уроки устойчивости и борьбы за свободу. Урок 26. Поддержка друзей. Я понимаю ваши опасения по поводу предстоящих изменений. Спасибо. Это немного сложно, но я ценю вашу поддержку. Не волнуйся, мы сделаем все возможное, чтобы помочь вам в этом переходе. Это очень много значит для меня. Наличие друзей рядом со мной имеет решающее значение. Вместе мы сможем справиться с любыми трудностями, которые встанут на нашем пути. Я чувствую себя более уверенно, зная, что я не одинок в этом путешествии. Мы будем делать это шаг за шагом и праздновать каждую маленькую победу. Да, я воодушевлен тем, что нас ждет впереди, особенно благодаря вашей поддержке. Просто помните, когда дела идут плохо, можно опираться на других. Урок 27. Музыкальные вкусы. Во время моего последнего выступления мне понравилось играть смесь классических и современных песен. Это звучит чудесно. Сочетание разных жанров создает уникальный опыт. Точно. Это позволяет мне продемонстрировать свою универсальность как музыканта. Могу поспорить, что зрителям понравилось это разнообразие, это заставляет их заниматься и развлекать. Они действительно это сделали. Интересно наблюдать, как разные стили находят отклик у людей. Музыка способна объединять нас независимо от жанра или эпохи. Удивительно, как одна мелодия может вызвать столько эмоций. Я полностью согласен. Каждая песня рассказывает свою историю и по-разному трогает сердце. Мне не терпится снова выступить и поделиться своей любовью к музыке с другими. Урок 28. Совместное планирование. Я понимаю ваши опасения по поводу сроков реализации проекта, который мы обсуждали. Это может показаться немного пугающим, особенно с учетом такого количества движущихся частей. Как насчет того, чтобы вместе пересмотреть график, чтобы сделать его более управляемым? Это было бы полезно. Я думаю, мы сможем найти способ разбить это на более мелкие шаги. Абсолютно. Меньшие задачи могут сделать проект менее утомительным. Кроме того, мы можем назначить конкретные роли, чтобы все выполнялось эффективно. Точно. Командная работа будет иметь огромное значение для нашего успеха. Я благодарен за вашу готовность сотрудничать. Это действительно облегчает мой разум. Вместе мы сможем создать план, который подойдет всем участникам. Урок 29. Признательность. Приятно слышать о вашем проекте и оценю ваше внимание к деталям. Спасибо. Приятно осознавать, что мои усилия оценены. Это действительно показывает, насколько вы заботитесь о качестве своей работы. Я верю, что каждая мелочь способствует конечному результату, не так ли? Абсолютно. Именно мелочи часто оказывают наибольшее влияние. Точно. Я всегда стараюсь приложить максимум усилий к каждой задаче, которую решаю. И это определенно окупается. Ваша приверженность вдохновляет окружающих.
Я надеюсь мотивировать других прикладывать такие же усилия. Я не сомневаюсь, что благодаря вашей страсти вы добьетесь великих успехов. Урок 30. Приключения ждут. Я думал о том, что ты задумал на наши выходные. Как насчет того, чтобы отправиться в поход в близлежащий национальный парк? Это звучит как фантастическая идея. Нас ждет свежий воздух и красивые виды. Да, это идеальный способ ненадолго сбежать из города. Мне нравится быть в окружении природы, это так освежающе и умиротворяюще. Я тоже. Кроме того, это отличный способ потренироваться и сблизиться. У вас есть какой-то конкретный свет, который нам следует исследовать? Я думал о той, что ведет к водопаду. Это потрясающе. Это звучит потрясающе. Не могу дождаться, чтобы увидеть это и сделать несколько фотографий. Урок 31. Направление. Конечно. Чтобы попасть туда, идите прямо и поверните на втором повороте налево. Понятно. Как вы думаете, как далеко это отсюда? Это, наверное, минут 10 на машине, в зависимости от пробок. Это совсем не так уж и плохо. Я с нетерпением жду возможности это проверить. Я тоже. Я люблю открывать для себя новые места в этом районе. Как вы думаете, нам стоит взять с собой в поездку что-нибудь особенное? Может быть, немного закусок и напитков в дорогу. Это было бы весело. Отличная идея. Это сделает наше путешествие еще более приятным. Давайте позаботимся о том, чтобы все спланировать заранее, чтобы ничего не забыть. Урок 32. Параметры библиотеки. Вы можете взять книгу в библиотеке или купить ее в интернете или в книжном магазине. Звучит удобно. Мне нравится идея брать книги на прокат. Это экономит деньги и позволяет исследовать разные жанры. Точно. К тому же, вернув их, вы всегда сможете получить новое. Есть ли у вас на примете конкретная книга, которую вы хотите прочитать? Я думаю о романе, который мне порекомендовали. Это захватывающе. Мне бы хотелось услышать, о чем идет речь, когда вы начнете. Я обязательно поделюсь с вами своими мыслями. Не могу дождаться, чтобы нырнуть. Тогда я с нетерпением жду нашего следующего обсуждения книги. Урок 33. Безопасность в аэропорту. Не забудьте положить свои электронные устройства в отдельный лоток на стойке безопасности. Я это предусмотрел. Я всегда готовлюсь к этим вещам. Хороший. Как насчет ношения обуви, которую легко снять? Определенно, я выберу слепоны для удобства. Умеход. Это сделает весь процесс быстрее. Точно. Я бы предпочел не задерживаться в очереди. И не забудьте иметь под рукой посадочный талон. Конечно, я всегда держу его в легкодоступном кармане. Вы хорошо подготовлены. Путешествовать с вами будет проще простого.